Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Тортомания. В этом выпуске я покажу простое оформление торта для женщины. Всех приглашаю подписываться на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. И напоминаю, что вся нужная информация есть в описании под видео. Для этого торта нам сначала нужно подготовить прочный кондитерский поднос. И нам понадобится небольшой пенопластовый круг в диаметре 10-11 см и высотой 2,5 см. Круг из пенопласта нам будет служить за подставку под торт. Его нужно прочно приклеить к подносу. В данном случае я использую силикон, но можно приклеить также другим клеем, использовать клей ПВА или кондитерский клей. Нам нужно приклеить пенопластовый круг ровно по центру подноса. После этого нам нужно задекорировать бок. Можно использовать ленты, можно использовать сахарную мастику. Я в данном случае обклею бок сахарной мастикой. Мастику я уже приклеивала на кондитерский клей. Все лишнее обрезаю ножницами. Стык хорошенько сглаживаем. Так, поднос у нас готов. Теперь переходим к торту. Сам торт я выравнивала белым ганашем. Ссылка будет в описании под видео. И торт у меня стоит на кондитерской подложке. Но я сейчас ее буду обрезать. Подложка должна соответствовать диаметру торта. Так как я торт буду покрывать зеркальной глазурью и буду его ставить тоже на специальное приспособление, подложка для такого торта обязательно. Перед покрытием зеркальной глазурью я убираю торт в морозильную камеру на 1 час. Торт у нас подморожен, и теперь мы его спокойно можем покрывать зеркальной глазурью. В данном случае я покрываю достаточно простым рецептом зеркальной глазури. Ссылка на этот рецепт также будет в описании под видео. Ждем, пока зеркальная глазурь полностью стечет и перестанет капать. Снизу убираем все потеки. И сразу после этого ставим торт в холодильник на стабилизацию. Минимум на 2 часа, а после этого можем декорировать. Убираем в холодильник прямо все как есть, с подносом, с этой миской. Пока торт стоит в холодильнике, мы займемся декором. Для имитации ножек я буду использовать пластиковую форму и обычную сахарную мастику. Из пластика элементы декора вытаскиваются сложнее, поэтому хорошенько присыпаем крахмалом, особенно снизу, чтобы потом декор вытаскивался без деформации. Хорошенько прессуем мастику, чтобы отпечаток был четким. И сверху, если есть бугорки и лишняя мастика, это все срезаем ножом. Вот такой красивый отпечаток у меня получился. И теперь я еще немножко его доработаю. Срезаю здесь посередине. Здесь будет цветок, когда я его прикреплю на торт. Смотрим, где нужно подровнять или чуточку подправить. Таких элементов для торта нам нужно 4 штуки. Теперь я крашу декор золотым кондурином. У меня античное золото. Я делаю так. Сначала прохожусь влажной кисточкой, а после этого сухим кондурином. Тогда золото имеет более яркий, такой насыщенный блеск и имеет лучший вид, чем просто окрасить сухим кондурином. Оставляем до нужного момента, продолжаем работать дальше. Для того, чтобы закрепить торт на подставке, я использовала двухсторонний скотч. Вместо скотча можно использовать также кондитерский клей, но он сохнет намного дольше. Торт берем снизу, помните, у нас находится там подложка, и переставляем на поднос. Смотрим сразу, чтобы торт поставить ровно по центру, потому что потом вы не сможете его подвинуть. Двухсторонний скотч прилипает намертво. После стабилизации зеркальная глазурь достаточно прочная, но все равно еще остается чуточку липкая. Креплю имитированные ножки просто к зеркальной глазури. Крепим 4 штуки хрестообразным способом. Я так посмотрела, и мне показалось, что слишком длинные, поэтому я здесь немножко обрезала. И чтобы было нормальным окончание, прикрепила здесь по 3 сахарных перламутровых бусины. Крепим на кондитерский клей, оно все хорошо будет держаться.
Ну и после этого переходим к цветам. Эти цветочки я делала из шоколадной мастики. И смотрите, все достаточно просто. Отрываем небольшой кусочек, скатываем продолговатый шарик в виде зерна. Вот такое зернышко у нас получается. Это заготовочки для лепестков. И потом с помощью стека утончаем и формируем вот такие лепестки. Из этих лепестков мы будем складывать цветочки. А такие лепестки нам нужны разного размера. Будем делать и цветы побольше, и поменьше. Но так будет выглядеть намного интересней. Вот столько много лепестков я сделала за один раз, но для торта этого будет еще мало. Вот всего лепестков где-то нужно еще в 2 раза больше, чем вот это количество лепестков. Крепим также на зеркальную глазурь, не используем никакой клей. Смотрите, как легко все крепится и держится отлично. Вот формируем цветочки. Вот таким образом выкладываем цветочную композицию вокруг торта. Чтобы приклеить цветок на ножку, используем кондитерский клей. Обратите внимание, что внизу цветы укладываются часто, друг возле друга. И постепенно, когда мы поднимаемся кверху, количество цветов уменьшается. А вверху я крепила даже лепестки. Для сердцевинки к некоторым цветам я использовала сахарный жемчуг. Подвесные цветы и делаем немножко по-другому. Собираем цветок прямо на доске, вот склеиваем у основания кончиками и формируем вот такой цветочек. По центру можно уложить маленький бисер или просто без него. И теперь уже готовый цветок берем аккуратненько и приклеиваем лепестками к другим цветам вот таким образом. Если кто волнуется, что такие цветочки подпадают, совершенно зря. Во-первых, цветы легкие, а во-вторых, они достаточно хорошо приклеиваются друг к другу. И в самом конце я прикрепила боковой топпер, также просто на зеркальную глазурь. Вот такой простой классический женский торт получился у меня. Надеюсь, что этот видеоурок будет для вас полезным. Если что-то пропустила, пишите вопросы в комментариях. Желаю вам хорошего дня, отличного настроения. Встретимся в следующем выпуске. До свидания.